Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей». Сегодня расскажу про Саймон. Саймон. Android PL600. Серийный номер 501-743-923. Персонаж второго плана в Detroit Become Human. Он служит в одному из лидеров Иерихона, с которыми знакомится Маркус вместе с Нортом и Джошем. Созданный в качестве помощника по дому в семье, он был объявлен пропавшим без вести 6 февраля 2036 года. Никто не знает, что привело Саймона в Иерихон, и он сам никогда не объясняет этого. Он является одним из старейших участников группы. Когда Маркус переезжает в Иерихон, и поэтому его мнение уважают и к нему прислушиваются все. Башня Стернфорд. Если охрана прибудет до завершения трансляции, то Саймона могут подстрелить, и у игрока будет выбор: помочь ему или убежать. В случае выбора второго, полиция его убьет. Если Саймон был подстрелен, но добрался до крыши, то Маркус может и застрелить его, чтобы тот ничего не выдавал полиции и оставить на крыше, спрыгнув с остальных. Вне закона. Если в башне Стернфорд оставить Саймона на крыше с пистолетом, то тот спрячется в вентиляции. Коннор может найти его и позволить СВАТ атаковать Саймона. Если же Коннор решит разобраться с Девиантом сам, то сможет заглянуть к нему в память. Коннор увидит проблеску Иерихона, но Саймон выстрелит в себя, чтобы перервать видение. Марш свободы. При сражении с полицией Маркусу не удается победить полицейских, или он жертвует собой, тогда Саймон жертвует собой, чтобы спасти Маркуса. У Саймона голубые глаза, и он является блондином, тот же модели, что и Даниэль. Саймон – домашний андроид, у него спокойный характер, и он довольно рационален. Обычно не приверженец насилию, только если это необходимо. Он не хочет вступать в открытое сопротивление людям, из-за чего при его власти Иерихон является лишь подпольным убежищем для девиантов. В принятом решении Саймон где-то между Норт, всегда агрессивно настроен, и Джошем, всегда за пацифизм. Он всегда выбирает наиболее рациональные и безопасные для остальных решения. Так, например, он сам говорит Маркусу оставить его, если его подстрелят в башне Стернфорда, и осуждают, если Маркус спасет его в битве за Детройт, жертвуя другими андроидами. О нем и его прошлом ничего не известно. Саймон – спокойный и собранный персонаж с тихим и сдержанным поведением. Ничего не известно о его прошлом или причинах и приездах в Иерихон. Он никогда не говорил об этом. В отличие от Норта, который поощряет агрессивную конфронтацию, Джоша, который поощряет мирную конференцию, Саймон меньше волнует способы вовлечения людей и больше безопасности их группы и народа в целом. Он склонен предлагать действия, которые минимизируют риски или потенциальную гибель людей. Например, убежая Маркуса отступить на марше свободы, когда становится ясно, что люди нападут на них, или советуют им бежать, когда Норт подстрелять на перекрестке, поскольку сначала кажется, что она тяжело ранена, и спасение ее было бы неужным риском. Стоит отметить, что спасение Норта, несмотря на настойчивое желание Саймона не уйти, все равно они ухудшат его отношения с Маркусом. Хотя поначалу это кажется странным, но еще это раз показывает, насколько важно для него сохранение жизни, даже если он не совсем согласен с тем, как это достигается. Независимо от его склонности избегать конфронтации, Саймон способен и готов сражаться, если того потребует ситуация. Он лоялен, будет стоять на всем и даже самоотверженно даст свою жизнь, если сочтет этим необходимым.
Норт. Показано, что они мало взаимодействуют, но являются партнерами. Джош. Показано, что они мало взаимодействуют, но являются партнерами. Маркус. Саймон положительно относится к Маркусу, если тот делает выбор без какого-либо с меньшим риском. По сравнению с Нортом и Джошем, он не склоняется сильно к миру или насилию, предпочитая вообще избегать конфликтов. Хотя если Маркус проваливает свои миссии, его отношения с Маркусом ухудшаются. Его отношения с Маркусом значительно обостряются, если Саймона застрелят в Стэнфордской башне, и Маркус решит пощадить его. Если его пощадит, и он останется незамеченным в враг общества, Саймон вернется в Джерико, и Маркус обнимет его. Если Маркус решает пожертвовать собой во время марша свободы, у него хорошо отношения с Саймоном, а Джон не присоединится к ним в качестве запасных. Саймон нападает на полицию, чтобы Маркус оттащил в битве за Детройт Саймона. Можешь отдать свое сердце Маркусу, пожертвовав собой, чтобы спасти жизнь Маркуса. Он сам, самоубийство или жертва определяющий фактор. Многочисленные подсчеты людей, за кадром определяющий фактор. Саймона изображает Бен Ламберт, который представил его сходство, озвучку и записи исполнения. В дублированных версиях голоса Саймона озвучивали Дмитрий Поляновский, русский, Руджеро Андреаотти, итальянский, Рауль Лара, европейский, испанское, Даниэль Лейси, латиноамериканский, испанский, Дайче Эндо, японский, Мацей Ковалик, польский, Рафаэль Россато, бразильский, португальский. Саймон – та же модель, что и Даниэль, и их обоих играет Бен Ламберт. В своей первой сцене Саймон носит рубашку с надписью по центру «Университет Детройда». Во вступительном по всему магазину можно увидеть объявление о распродаже поддержанных PL600 и Android такой же модели. Можно предположить, что люди массово начали избавляться от этой модели из-за страха, так как именно PL600 стал первой моделью Android, которая открыто выступил против человека, что впоследствии привело Саймона на Иерихон. Во время процесса создания игры была запланирована любовная линия Саймона и Маркуса, но вскоре от этой идеи отказались. Когда Саймон спрыгивает на парашюте с башни Стэнфорда, он спрыгивает в позе профессионального парашютиста. Во время задания он не один раз уговаривает Маркуса отказаться от войны и насилия. Можно сделать вывод, что он придерживается пацифических взглядов, как и Джош. И на этом история про Саймона подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который видит прямо на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Payk Maker.